Здравствуйте. Hello, everyone. Всем здравствуйте. Boy, a lot of people here today. Yeah. Очень много людей я вижу. Hello, Bill. Hello. Значит, речь идет о том, что вчера получили неправильную информацию наши партнеры и просят Билла, чтобы он объяснил точно, как будет это распределение акций, потому что во всех структурах все спикеры говорят все по-разному, и никто точно не знает, потому что на блоге и на сайте компании еще нет подробной информации об этом. Поэтому просьба, что Билл сейчас рассказал подробно, как это будет и когда это будет выставлено на сайте или на блоге, чтобы люди разные не разговаривали, не говорили о другом, потому что вчера я тоже получил неправильную информацию от вас. Я дал в чате, что продлили фандерские эти акции, но потом оказалось, что вы неправильно дали информацию, и все это оказалось по-другому. И хотелось бы, чтобы сейчас Билл дал полную информацию и исправил всю эту ошибку, недоразумение. We provided leaders with those conditions, and one of those items about the new promotion, because we were planning to announce it officially, but since we didn't have ready material, we provide our leaders with the details on the shares and etc. And one of those details was that the founders are considered as those affiliates who signed up until 31st of December 2012. And Lottie was asking, are you sure if this is correct? Because we had a different, and since we all that done by the written way, we provided that. Yes. So this morning, not this morning, but last night maybe, people found that it is 2011, not 2012, and those who were accidentally got the shares were deducted, and now they're like a really in sad situation, and they would like ask you to explain. Yes. Okay. Yeah, I feel very badly because this was my mistake on this, and so I usually like to blame a Montouch, but it's my mistake. Мне очень-очень жаль начинать сегодняшнюю вот с этого именно разговора, потому что это была моя ошибка. Обычно я все свои ошибки закидываю на кого-то, на других, например, на Монтач или еще что-то, но это была лично моя ошибка. And if I'm not blaming a Montouch, then I'll blame Attila. Обычно, если я не виню Амантач, то обычно я виню или Атилу, или еще кого-то. But the truth is, I made this mistake. Но правдивая часть этой ситуации, то, что это была сделана ошибка мной. And it's very painful, I realize, because to take shares away. Я понимаю, как было очень обидно, грустно, неприятно, конечно, увидеть, что вот были какие-то долевые единицы, и потом их не стало. It's very disappointing to people, I know. И я понимаю, что это разочаровывает практически всех. If it was just a small amount of people, I would honor my mistake. Поверьте мне, если бы это было небольшое количество партнеров, то я каким-то образом смог бы сделать так, чтобы оставить. But there's 34,000 people. Но за этот год у нас все вышли 34 тысячи людей. 34 тысячи. So that little mistake is not small at all. That's very big. Это моя ошибка, она именно просто передергивает всю нашу возможность. And so I have to, the most I can do is apologize. Самое вот то, что я могу сделать, это попросить прощения, извиниться за эту ошибку. And if you're in my neighborhood this week, please come over to the office and I will buy you lunch as a way of saying sorry. Если, конечно, вы находитесь близко, скажем, к нашему месту жительства, приходите, мы вас угостим обедом. So
So if you can come, I'll be glad to have lunch with you. My treat. И это было бы и для меня приятно с вами пообедать. So I feel very badly about this. This was a bad mistake that I know affected a lot of people. Я чувствую себя тоже очень-очень нехорошо. То есть мне самому очень неприятно быть в этой ситуации. The challenge is I had come in from Europe and I was so tired that I wasn't thinking. I just walked in the office and I wasn't even looking at the calendar. They said, "Now what date?" And I said, "Oh, I think it's this date." Я приехал после встречи сразу в офис, забежал, быстро делайте документы, они, маркетинговый отдел спрашивает, дата. Я говорю, вот она дата, и все. Я очень был уставший, и это на самом деле вышло из моих уст. So, yeah, it was a careless mistake for me. И это я считаю, что абсолютно такая безответственная ошибка, которую я совершил. Я признаюсь в этом. So I think the only way to make this right is probably I need to create another promotion. Ну, чтобы хотя бы, как сказать, сделать что-то хотя бы не так, чтобы страшно было, может быть, мне нужно будет создать новый промоушен. Because I have these shares, this is my money, this is my shares. And I want to use it to help you get momentum in your business. И как вы знаете, эти долевые единицы, они как бы принадлежат мне, то есть я их создал, и они поддерживаются именно моими средствами. Я, естественно, хотел бы, чтобы мои партнеры все участвовали и получали их. And so we've had such wonderful success. So maybe if you could give me a day to think about this. I'm going to be coming out with all the rules and guidelines by Monday, and so I'm going to give this a lot of considerable thought. Okay. Если вы мне дадите пару дней, я постараюсь к понедельнику специальную информацию об условиях, обо всем, и самому как-то вот подумать, что я могу сделать со своей стороны. Now I already have written up some basic guidelines that you're going to be translating here, and we'll get on the blog in the next 2 hours. Дополнительную информацию мы обязательно постараемся выставить на нашем блоге сегодня в конце рабочего дня. And that'll help everybody with guidelines. Я думаю, с теми условиями, которые были предоставлены лидерами, вы уже сможете более подробно прочитать и ознакомиться со всеми условиями на нашем блоге. Но большое спасибо, Билл, что вы объяснили и сделали это. Я думаю, что некоторые люди поймут это и успокоятся, потому что действительно раздавать по 500 акций тем партнерам, которые активно работают с 2012 года, это слишком много акций, поэтому мы понимаем, что вначале было сказано, и в самом начале я также дал информацию, что все партнеры, которые до 2011 года, декабря, 31 декабря регистрировались, и они доверяли тогда компании, они действительно получают по 500 акций. После 1 января 2012 года это уже не действует. Сегодня очень много промоушенов, и сегодня компания уже объявила, в принципе, сколько акций вы будете получать за вашу работу, потому что бесплатно акции также не раздаются. Для этого надо что-то сделать. И если человек сегодня регистрируется, получает 100 акций. Я благодарю Билла, не знаю, желает ли Билл еще что-нибудь добавить нашим партнерам, кроме этого. Если нет, тогда мы поблагодарим его. Если да, дослушаем еще Билла. He's trying to calm them down, and they said, okay, Bill, if you have any other questions, okay. Maybe suggestions. So everyone, let's take a list of names of everyone who feels sad about this. And when I come to Budapest,
When I come to Budapest, I will let each one of them hit me in the arm as hard as they want. Давайте сделаем так. Составим список всех расстроенных наших партнеров. Будем держать этот список до того, пока мы приедем в Будапешт. В Будапеште я стану, и вы станете в очередь, и будете мне давать тумаки. So, no, I have some good news. I have some good news. Но, тем не менее, у меня есть очень хорошие новости. You know, I had a meeting this morning that was happening. I just finished the meeting to jump on this conference with you. Я сидел уже на одном мероприятии, то есть на совещании, и как он только закончился, я подошел к вашему, присоединился к вашей встрече. And we were discussing the value of these shares in a very candid way, the legal value of these shares. И на предыдущем мероприятии, а встрече мы обсуждали стоимость этих долевых единиц. Because everyone in Maui realize you are going to share in the worldwide value of Iwawi, including our business contracts. Я хочу сказать, что вы обладатели долевых единиц по самой мировой рыночной цене. And those business contracts, by about September of this year, we are building a special application that will be that we will be selling to the major cell phone carriers, so they can have a face-to-face video on every cell phone. And so we're going to be talking to, say, like Virgin cell phone carriers, and AT&T, and what's some of the other ones that are large? Vodafone. We're going to be talking to them, and the revenue of some of these revenues are like $1 billion a month accounts. Эти долевые единицы составляются из рыночной цены компании, то есть каждая единица, долевая единица, она будет также увеличиваться по тому, как мы будем развиваться. Например, у нас будут бизнес-контракты, я думаю, это будет к сентябрю месяцу, это в планах, то, что у нас будет специальное приложение, которое мы будем предоставлять телефонным компаниям, которые, например, AT&T у нас здесь, Virgin Mobile, Vodafone, всем телефонным компаниям по всему миру, которые будут интегрировать их в свои системы. As an example, I'm meeting with the head of the cellular phones for the nation of Mexico. They are flying, they're coming into our office here in Iwawi this coming Wednesday. И, например, хочу вам предоставить то, что я говорю, это все происходит. В среду мы ожидаем делегации из New Mexico. Okay. Mexico, yeah. All the nation of Mexico. Okay. Из Мексики, что их один из главных телефонных компаний, генеральный директор, мы будем встречаться с ним и обговаривать эти детали. And so what I'm leading you to is that we have been looking at this, and we are very comfortable that we feel like the initial offering, the company value will be could be much greater than $20 billion. Я почему говорю это и к чему я веду? Я это говорю к тому, что наше приложение, которое мы собираемся предоставить для этих телефонных компаний, которым будет необходимо иметь это приложение, приведут стоимость компании на 20 миллиардов. And so you understand how serious is this? We have a full-time CPA or accountant that has come to work at our offices that's working now on this, going through all of our finances, doing this full time. We're working on it right now in our building. That's happening right now. И я хочу, чтобы вы понимали, как серьезно ведутся работы
именно по продвижению нашего этого плана, о котором я сейчас вам говорю. У нас есть специалист по бухгалтерии, это не аудитор. Он приходит каждый день к нам в офис, сейчас уже некоторое время, обследует, исследует все наши финансовые дела. And so these discussions we're having right now that I think are very exciting, this pricing that we're discussing is very real. And that would place each share at around the $200 value mark per share in the next 2 years. И следующий, и то, что опять же, то, что я говорю, наше приложение на самом деле повысит стоимость нашей компании во много раз. И, естественно, с повышением стоимости самой компании долевые единицы тут же растут. И я даже предвижу, что где-то в течение менее двух лет, каждая долевая единица возрастет до $200. And I can't say this enough. It's the most exciting, rewarding experience I've ever had. And so we want to do this correctly. И то, что мы к этому идем, это самое такое мое огромное желание. И, можно сказать, сбываются все мои предварительно задуманные планы потихоньку. И я хотел бы все это сделать как можно правильнее в плане закона, с законной стороны. So when you realize that, as an example, I think most people understand, like this 500 for the founder shares, that actually isn't just like 500 sounds very exciting, but that value, that mistake was actually $100,000 at $200 a share. И, как вот я уже раньше говорил, наши фаундеры, они получали по 500 долевых единиц. Вы можете представить, что 500 само по себе произносится нормально. Но если вы сами просто представите вот эту ошибку, которую я сделал, и посчитаете просто возможные избытки или, я не знаю, возможные разницу, то вы сами должны будете понять, что это на самом деле была ошибка. And this is what really exciting to me about the opportunity that's going to change so many of everyone's lives, not only on this conference, but people that we've never met before. Their lives are going to be changed forever. И меня больше всего радует то, что люди, с которыми, может быть, я даже не виделся, не встречался, эта возможность, которую мы предоставляем все вместе, может изменить многие жизни. The promotion example is the promotion, the International Director promotion we just finished with 10 cycles. We had over 200 people earn 500 shares in just 2 weeks. Вы наверняка знаете, что был у нас промоушен по интернациональным директорам, по достижению ранга интернациональный директор. У нас появились более 200 новых международных директоров, которые за 10 циклов получили 500 долевых единиц. And when I realized, and I see as a person, I think as each of you, to think that 200 people, that these shares could very easily be worth 200 and much more, being very honest with you, they could be worth as much as 500 a share. И я, сидя здесь, если честно, хочу даже признаться в том, что я до такой степени рад, как я смогу каким-то образом быть участником изменения в лучшую сторону жизни этих новых, например, международных директоров, которые получили по 500 долевых единиц, а в свою очередь эти 500 долевых единиц будут увеличиваться в цене от 200, а может быть даже до 500. Это я верю в это или знаю. But when I think that 200 people that I know, 200 average people who are living their lives, just earned, are going to see in the next 2-3 years, $100,000 bonus check just from that single promotion. Boy, that just means so much to me. Для меня это огромное значение. Это огромное значение знать то, что эти люди, которые проводили работу для того, чтобы получить эти
долевые единицы, они на самом деле буквально через несколько лет будут знать, что это была правильная работа и будут наслаждаться результатами этих долевых единиц. Now, we're just getting started. This next 3 months, I want to encourage all of you to earn more of these shares because I'm going to put a lot of effort and a lot of promotions together for this 3 months because I want to issue a lot of these shares to help you get your businesses going and have thousands of people on your team. And so I really want to encourage all of you, even though we're starting off a little confused, I want to really encourage you to make this the best moment of your life. Я хочу вам всем порекомендовать и посоветовать. Возьмитесь именно за этот момент. Сейчас у нас идут промоушены. Пожалуйста, зарабатывайте, чем больше сможете долевых единиц. Используйте этот момент. Эти 3 месяца, они являются моментом для роста, для сбора ваших команд, чтобы их было тысячи и тысячи, и вы не пожалеете. Because the key is there is a deadline. There's only 25 million shares. That's all. И почему я говорю, воспользуйтесь этим моментом и именно не упустите этот момент, потому что долевые единицы в ограниченном количестве. Их всего лишь 25 миллионов единиц. Они разойдутся очень быстро. And so you don't, for your sake, each one of you on this call, on this conference, each one of you, it doesn't matter if someone else is confused or delayed or not sure how to move forward. Each one of you, this is a moment that's very special and it will never happen again. I want to encourage you to just go because those shares, they're going to be gone. Я хочу, конечно, еще раз попросить прощения за этот конфуз, который я предоставил, но, несмотря на это, пожалуйста, не вешайте нос, начинайте работать и пользуйтесь моментом, стройте, развивайте ваши бизнесы, зарабатывайте ограниченные в количестве долевые единицы. I want to go ahead. Марина. Ну, я скажу от своего лица в плане того, что я вам за то, что вот все, что вы делаете, за то, что вы даете, вы уже даете очень много, делаете для нас очень много. Поэтому, ну, показалось, померещилось, пришли-ушли. Все классно, Билл, здорово. Мы вас все равно обожаем, еще крепче, еще больше. Вы супер руководитель, супер бизнесмен. Super president, you are a super leader, and we, without even this confusion, giving us a lot, and we want to thank you for those for that opportunity you are providing us. Of course, we understand. It is confusing. Yeah. So thank you. That's very encouraging to me. Марина, спасибо большое. Это мне придало сил. Because I feel bad about causing the Потому что я на confusion. самом деле чувствую себя очень-очень So неприятно. that's encouraging to me. Спасибо большое, вы меня очень сильно поддержали. I want to share one story before I go. Сначала я хотела бы поделиться с вами еще одной историей, прежде чем попрощаться с вами. As you know, each of you know, I have several airplanes, and I also own a helicopter. Вы наверняка слышали, что у меня несколько самолетов и вертолет. I'm just learning to fly the helicopter, but I'm so busy, I haven't even flown the helicopter for I haven't flown it for maybe almost a year. Я, конечно, переучивался на то, чтобы управлять вертолетом. Естественно, я этим занимался, но у меня времени до такой степени было мало, что не успевал заканчивать свои курсы. И уже, наверное, год я не садился за штурвал вертолета.
Now, if I was a good pilot and already skilled at a helicopter, I'd probably fly it all the time. But I just don't have the time to keep, going to classes and learn. Ну, естественно, если бы у меня уже был бы оконченный курс по пилотированию на вертолете, я бы, естественно, постоянно бы, наверное, летал. Но так как я не уверен в себе, в своих, скажем, навыках в управлении вертолета на 100%, поэтому я не так часто на нем летаю. But I have a helicopter pilot that will fly me, and he called me last week. Но у меня есть пилот, который помогает мне управлять этим вертолетом. И он позвонил мне вчера. And he told me about a friend up at the airport that is going to build a private, he's a very wealthy man, and he's going to build a helicopter special landing pad right across from the IWOWI office, right down the street. Oh, I was asking about that. Yeah, that's the helicopter. And he asked me if I'd like to park my helicopter there with him. Okay, это я могу тоже подтвердить. Когда он позвонил, он сказал, что у него друг, который планирует построить вертолетную площадку буквально рядом с нашим офисом. Я каждый раз еду туда, я даже видела один раз, вот они как-то смотрели, видели. И этот пилот, который помогает мне управлять моим вертолетом, сказал: Билл, ты не хочешь парковать там свой вертолет? And so this man is saying, that way you could fly your helicopter from your home in the morning, you could fly to the office and land here, and then you could start flying all the time. И вот смотри, какое совпадение. То есть ты теперь как раз будешь и дальше обучаться. Ты можешь полететь из дома на вертолете на работу, у тебя там будет парковка вертолетная, и с работы уже домой тоже. И таким образом ты закончишь свои курсы. And he owns a beautiful brand new helicopter. It's like mine, but it's even nicer. А тот человек, который собирается построить, не собирается, а уже почти построил, он там доделывает эту площадку. У него есть такой вертолет, он похож немножко на мой, но он, конечно, новее, круче. And then I was talking with him yesterday, and he was telling me he had 3 big, beautiful jets up at the airport. He has one for his wife whenever she wants to fly someplace, and one for his children, and one for him. And they each have pilots, and he can his wife can go to the airport if she wants to just get in the jet, fly anywhere she wants. And so I asked him, where did you get all your money? И когда мы с ним разговорились, я сказал, да, конечно, было бы хорошо встретиться, поговорить с этим человеком. Когда мы разговаривали с этим человеком, он рассказал, что у него, кроме этой площадки, еще несколько площадок, у него там несколько самолетов, предназначенные для него, для супруги, для детей, каждый со своим пилотом, куда-то надо улететь, улетает, прилететь, прилетает. И я теперь стою на него, смотрю большими глазами и спрашиваю, скажи мне, откуда ты берешь столько денег? And he told me his life story. И он рассказал мне про свою историю жизни. He was just a common worker, but he saved all of his money. Он был обычным рабочим, но он сохранил все свои сбережения. And he worked for almost 30 years. Он работал более 30 лет. And he saved almost everything. He lived a very simple life and saved all of his money. Он прожил более такую не зажиточную, можно сказать, простую жизнь. And he saw this new company called Apple when it first started, and he thought it looked pretty good. So he took all the money he had saved in all of his life. И работал он, естественно, и жил он скромно, но хранил свои сбережения. И за эти все свои сбережения он обрел акции Apple. And he bought their shares at $6 each for each share. Когда акции стоили по $6. And so he put everything he'd made, his whole life savings. He didn't even own a car. He rode a bicycle. Как я раньше сказал, он, оказывается, проживал скромно, он жил скромно, но все свои сбережения решил отдать на приобретение этих акций. And last year, or 2 years ago, 2 года назад, he sold his shares он продал свои доли for $640
for each share. $640 с копейками за единицу. See, shares can change your life. Я это говорю к тому, что на самом деле долевые единицы могут изменить жизни. And this man now, he owns a big mansion. He was a simple man, but now he lives in my neighborhood with a big, beautiful home, and he owns jets and helicopters and everything, all from just shares. Я почему привожу пример этого человека? Потому что он был обыкновенным рабочим, который всю жизнь очень много трудился, сбережения, копил деньги, вложился и вложил в такую хорошую компанию, что акции этой компании предоставили ему достойную пенсию, пенсионное проживание. То есть, можно сказать, не то, что достойное, а шикарное. И вот как могут менять долевые единицы, акции, жизнь человека. Now, in life, there's not very many people who actually have $1 million. На самом деле, нет людей, не так много людей, которые имеют миллионы. $1 million is a lot of money. And поверьте, $1 миллион – это очень огромная, большая сумма. even with inheriting maybe property and generations in a family, very few people have $1 million. Даже если, скажем, вам по наследству что-то досталось, или там по бизнесу и так далее, но не очень много таких людей, которые на самом деле владеют $1 миллионом. Well, when you think I'm putting 25% of IWOWE I'm going to give to the affiliates. Если вы подумаете, я собрался 25% компании iWowie. So, that's a lot of the company. Разделить между партнерами и видите, это 1/4. Получается большой кусок. Now, if the company is worth $20 billion, например, допустим, что сама компания стоит $20 миллиардов, then 25% will be $5 billion. Получается, 25% этой компании состоят из 5 миллиардов. And so this is a situation, a moment in time that could change thousands and thousands of families in IWOWE. И опять же, к чему я веду? Я просто говорю, что тысячами семей смогут воспользоваться возможностью, которую предоставляет компания iWoWE, и изменить свои жизни в лучшую сторону. And the great part is you don't have to be educated, you don't have to be rich, you don't have to be, all it is, I'm not asking anything from you except for your best effort. И для того, чтобы владеть этими долевыми единицами, вам не обязательно быть научным сотрудником, иметь высшее или 2 образования, или там еще какие-то критерии. Вам нужно просто приложить некоторые усилия. And, when I think about this moment, I've never heard of anyone, any company, even in reading history books, even looking back in life, every country, I've never heard of anyone doing what I'm doing. Я до этого не слышал, ни в исторических каких-то, скажем, книгах читал о том, что было когда-либо то, что я сейчас делаю с нашей компанией. And so there's only 25 million shares, and that's it. И опять же хочу вернуться к тому, что этих долевых единиц, о которых я упоминал, ограниченное количество. Их всего лишь 25%, или же 25 миллионов долевых единиц всего. So you want to earn, and of course, as you move up in the ranks, the more shares you're going to get. И
как вы знаете, у нас есть такие условия, что как вы достигаете и повышаете свой ранг, у вас количество этих акций увеличивается тоже. And it's going to be easy because as you just help someone on your right leg, someone on your left leg, this is something that all of us can do. А с вашей стороны, как партнеров, нужно всего лишь помочь кому-то в вашей правой ветке и еще одному человеку в левой ветке. И если каждый будет делать это, то у нас будет все отлично. So that I just wanted to share that little story. Я просто хотел поделиться такой позитивной историей, которая меня тоже вдохновила. Because I've actually never met anyone who became wealthy from shares, like this man with the helicopter. Я почему еще раз говорю и говорил про этот случай, потому что я еще никого лично не встречал вживую или не жал руку человеку, который до такой степени разбогател от приобретения акций. And so I think it's such a great experience, a great story to share, because that's exactly what opportunity everyone has at IWOWI right now. И я очень рад этой встрече, потому что мне посчастливилось на самом деле в реальности встретиться с таким человеком, что меня уверяет в том, то есть что я уверен в том, что каждый партнер IWOWI сможет быть в таком положении. Спасибо большое, Билл. Сейчас люди задают вопросы в чате, и я хотел бы ответить на эти вопросы, и хочу, чтобы Билл подтвердил, так ли оно или не так. Я буду говорить. Couple of questions from chat. Would you please confirm or verify or deny, is it right or not? Okay. Значит, первое. Каждый партнер, который давно зарегистрировался, но не был активным, активируется, получит сегодня 100 акций, и если он держит активность в течение 90 дней, его акции удвоятся. Это первое. Number one, every inactive affiliate who will activate from now on their accounts, they will get 100 shares. Is that correct? And that those shares will be doubled if they will work until the next 90 days. 90 days. Еще раз про 90 дней вы скажете? Если они во время промоушена 90 дней будут проплачивать активность, то их акции удвоятся. Okay, so if they are inactive, they will go back and will activate their account. They will get 100 shares, and if they will keep their activity for the next 90 days, 3 months, their shares will double. Is that correct? No, the 100 shares are fixed. Нет. 100 акций, они как 100 акций, они как бы уже есть и не будут изменены. As long as they remain active, if they become active in the, during this before July 1st, then they will get to keep the shares. Everyone you get active before July 1st will get to keep the 100 shares. Все неактивные аккаунты, которые будут активировать свои аккаунты, они получают по 100 акций. Если они будут активны до 1 июля, они получат их. Если не будут активными после 1 июля, начиная с 1 июля, они будут обнулены. So I'm not going to flush anybody's shares until July. So if people miss a payment or just are getting active, I'm not going to do. Everybody will keep all their shares until July 1st. У всех заработанные долевые единицы будут находиться до 1 июля. Я не But on July 1st, starting July 1st, if you are inactive for 30 days, after 30 days, everyone, no matter who you are, if you're inactive for 30 days, all your shares will be flush.
До 1 июля все имеют возможность активировать свои аккаунты, получить эти 100 долевых единиц. И если они будут поддерживать свою активность до 1 июля, то они будут владеть этими долевыми единицами. После 1 июля, начиная с 1 июля, все аккаунты, которые не активны более 30 дней, у них долевые единицы будут обнуляться. Attila. Attila? Okay, I just have one question. They only have the time till April, last day of April, till activate themselves. If they're gonna wait longer than that, it's gonna be too late. They must activate before the month end, which is April, right? Yes. Yes. Рекомендуется, чтобы все неактивные аккаунты активировались в апреле месяце. Okay. All right. Билл, когда мы были в Анталии, он сказал, что в том случае только неактивные партнеры получат акции, если до конца апреля месяца активируются. Если позже, они уже не получат акции. Okay, we were talking in Ontario that people or affiliates who will activate their inactive accounts until the end of April will get their shares. If not, then they will not get them. That's correct. Да, это правильно. Мы говорили, и всем неактивным аккаунтам рекомендуется активировать свои неактивные аккаунты и получить свои долевые единицы до конца апреля. Поэтому я как раз хотел это напомнить, чтобы не было недоразумения, потому что Билл сейчас опять назвал до 1 июля, а Матач до 1 июля удваиваться будут акции благодаря поезду денег. Okay, and just why I'm telling about the end of April, because you just mentioned another date, 1st of July. 1st of July is only for doubling double share So promotion. any rank you earn, any advancements you earn during April, May, June, those 3 months, any rank you make, any advancements, your shares will be doubled for those. Until 1st of July. Correct. Да, я подтверждаю, что до 1 июля все партнеры, которые будут достигать от одного ранга к другому, повышаться, при каждом достижении следующего ранга их долевые единицы будут удваиваться. Значит, следующий вопрос. Все партнеры, которые сегодня регистрируются, также получают акции. Еще раз. Каждый партнер, который сегодня регистрируется, или завтра, или послезавтра, получает 100 акций. Question. Every new affiliate every new person who is joining today, tomorrow, will get 100 shares? No, that's only, the 100 shares that was for everybody who was active when I rolled this out, starting when I turned the money train on, every person who was active in iWowWe, every person who joined before April 2nd, got 100 shares. Moving forward, it's what you earn. Это неверная информация. Это верная информация следующая. Долевых единиц были предоставлены всем активным и неактивным аккаунтам, которые были в системе до 2 апреля. То есть дня, когда мы запустили эту страницу, указывающую и насчитывающую или показывающую отчеты по долевым единицам. После этого никто просто так 100 долевых единиц получать не будет. Let me explain why the 100 shares. И разрешите мне объяснить, почему 100 долевых единиц. Because first, I want to say thank you to everyone in this company that helped us get to here. Почему именно 100 просто так мы предоставили всем нашим партнерам, которые в системе до 2 апреля? Это своего рода благодарность за то, что вы в нас поверили и находились с нами. And then the next reason is I did this
because there are 75,000 people who are inactive. И вторая причина, почему я так сделал, потому что у нас в системе 75 тысяч аккаунтов, которые неактивные. And so I put 100 shares in the back office of 75,000 inactive people. Я начислил по 100 долевых единиц, 75 тысяч неактивных аккаунтов. And so can you imagine, I did that so you as the active people would have an incentive to go to your people who are maybe inactive in your business and get them to re-engage. И это сделано также для помощи вам, всем нашим активным партнерам, чтобы вы мотивировали своих нижестоящих партнеров на то, что это стоит того, активировать свой аккаунт. And so I want you to use that to help, because there's two kind of people. There's the people that you're going to go out, new prospects, but I also want to help you recruit, get the people that were worth you in the past, get them to come back, get them to be repeat customers. Я хочу, чтобы вы воспользовались этим моментом и начали работать со своими нижестоящими партнерами и, естественно, новыми. И, пожалуйста, помогайте друг другу, помогайте пригласить одного в каждую из веток. And so I'm using my shares to help you motivate people. Now, only a small percentage, maybe 10%, maybe 20%, probably 10% of the people will come back, just because that's the way people are. But I hope they figure it out. Я надеюсь, что у нас заново вернутся и активируют свои аккаунты, может быть, где-то 10% из тех неактивных аккаунтов. Да, бывает такое, но тем не менее, я надеюсь, что люди поймут, что для чего это нужно, что это очень хорошая мотивация. I want to use an example of something I would say. И еще одну хочу привести историю. Let's assume that the shares are going to be worth at least $200 a share. Давайте просто предположим, что каждая долевая единица будет стоить $200. Do you realize these 100 shares in their back office are worth $20,000? И представьте, что каждый человек, который имеет 100 долевых единиц, стоимость этих долевых единиц оценивается в $20 тысяч. Do you realize in the next 2 years, when the whole world will know about it when we write these checks? И когда мы будем уже выписывать чеки всем владельцам стоимости этих чеков, естественно, весь мир удивится. And people will be able to look and say, this was the worst decision I ever made, not coming back to iWowee. А те, которые упустили этот момент, в свое время не сделали маленькую активацию своих аккаунтов, естественно, очень-очень сильно пожалеют. And so I want you to use that positive energy and to look them in the eye and be able to say with conviction, do this. It's for your own good. Я хочу, чтобы вы помогли чем больше народу, партнерам вернуться, используйте эту позитивную энергию, объясните им, что есть такая возможность, и эта возможность стоит того, чтобы активировать аккаунт. And so I think that's the big thing. You have a very compelling, hopefully, and again, I still think doing our very best, only 10% of the people will come back. But we'll be excited for that 10%. Даже если, как я уже упоминал, всего лишь 10% неактивных аккаунтов вернутся, партнеров вернутся к нам обратно, то и это очень даже хорошо. Итак, Билл, последний вопрос, который спрашивают люди. Расскажите и промотивируйте людей, как они могут дальше новым партнерам, которые будут присоединяться, рассказать, как они будут получать акции и сколько будут получать акции. And I hope this is last question, Bill. Would you please provide more details on how new signed up people will get their shares and how much, how many of them?
Okay. So the perfect timing. So when you join the company, Когда вы присоединяетесь к компании when you become a super affiliate, и становитесь суперпартнером, during this promotion, you'll receive 50 shares. в течение этого промоушена вы получаете 50 долевых единиц. When you achieve, because it's double the 25. Okay. Во время промоушена, смотрите, достижение суперпартнера, ранга суперпартнер предоставляет вам 25 долевых единиц. Но так как происходит трехмесячный промоушен в течение 90 дней, эти 25 удваиваются, и вы получаете 50 единиц. Now, 25 may sound like a small number. Да, конечно, наверное, слышится 25 не очень большая сумма. But, you know, that'll be probably $5,000. Но представляете, по тем нашим планам, на которыми мы работаем, эти 25 долевых единиц будут стоить около $5000. And then when you become a director, Когда вы становитесь директором, during the promotion, you'll receive 100 more shares. У вас начисляются 50 долевых единиц, а так как промоушен, они удваиваются и получается 100 долевых единиц. And we've already talked about that. It could be easily worth $20,000. И как мы опять же говорили, долевые единицы могут стоить так или не так, или выше, или еще выше, поэтому цены будут показывать свои результаты. And when you become a national director, which is only 2 cycles, А когда вы достигаете ранга национальный директор, который требует всего лишь 2 циклов, you'll receive 200 shares during the promotion. за достижение ранга вы получаете 100 долевых единиц, которые во время промоушена удваиваются, и получается 200 долевых единиц. So every rank you get the shares. You earn all the shares. You get to keep all the shares for each promotion you get. И потому как вы повышаетесь, достигаете следующего ранга, и предыдущие заработанные долевые единицы, они остаются у вас. Они у вас идут дальше и увеличиваются в количестве. And of course, so all of the national positions like national silver and national gold is an additional 100 shares on each one of these. Of course, it's doubled during the promotion. И опять же, по поводу промоушена хочу сказать, что долевые единицы, которые вы будете получать за достижение ранга, например, национальный директор серебряный, национальный директор золотой, по каждому рангу, по достижению у вас добавляются, а во время промоушена они удваиваются. And then international director is going to get 200 shares, or they'll be doubled during the promotion, so it'll be 400 shares. И вот, скажем, международный директор, он получает за достижение ранга 200 единиц, во время промоушена они удваиваются и получается 400. So can you imagine how exciting it will be to achieve international director getting started? И теперь представьте, просто посчитайте по единицам, долевым единицам достижений, сколько долевых единиц вы получаете по достижению международного директора. Because you're just becoming through the ranks to international director, you will have earned during this promotion, if you get started, you'll have 1,150 shares. Только из-за карьерной лестницы по достижению рангов, начиная с нуля, с партнера и до международного директора, у вас набирается 1150 долевых единиц. Now that's if you just joined today, during the next 3 months, and you became international director. И это все, пока вы только вот начали, присоединились к компании и продолжили работу в компании. And of course, if you became a silver, you get another 400 shares. Естественно, когда вы идете дальше, вы доходите до ранга международного директора серебряный, еще 200, которые удваиваются, получается 400. And the same for gold. И то же самое по международному директору золотой. But I want to just go back to just international director. И я хочу сейчас опять возвратиться на ранг по международный директор. During this promotion, you'd have 1,150 shares. Скажем, во время промоушена вам удалось собрать 1150 долевых единиц.
And at $200 a share, that's $230,000. Если приумножить их на стоимость, которую мы проектируем, это около $200 за единицу, эти 1150 получаются в сумме $230,000. That is the most exciting. That's almost $250,000 Это почти $250,000. as an international director. Это всего лишь от долевых единиц, которые вы заработали по достижению ранга международный директор. That's just great. Oh, I love the dog ears. Марина, я вижу cat. Oh, it's the cat. Я вижу кошечку у вас. Oh yeah. I have 3 cats and 2 dogs. У меня 2 собаки, 3 кошки. And Хорошенькие. I have 2 big German shepherds. У меня 2 овчарки. And so, and they love to chase the cats. Они очень любят бегать за кошками. Бедные кошки мои. This is just the start. И это только начало. Я возвращаюсь, извините, я возвращаюсь к тому, что мы говорили, и это только начало. Я верю в это. Because can you imagine, as you're doing this, if you have an international director in your right leg and an international director in your left leg, because everybody should be doing this. This will make so many people will become FVPs very, very quickly during this promotion. А теперь посмотрите, если каждый из вашей ветки будет иметь по одному международному директору, все, уже вы становитесь field vice президентом. And do you know that a field vice president, and as you're just going and helping creating international directors, do you know that a field vice president, like Gold, has over $1 million, over $1 million in shares. И field vice президенты, которые помогают развиваться международным директорам в своих командах, у них количество долевых единиц, которые они к тому моменту получают, равняется практически к миллиону, $1 million? Over $1 million. Даже больше $1 миллиона. And I'm sure you've all added these shares up. Я знаю, вы наверняка уже делали какие-то расчеты, проводили. It just gets so exciting. Okay, another question right there. Are shares transferable? No, they're not. Здесь вопрос, будет ли возможность передать свои доли другому партнеру в бэк-офисе? Нет, они не передаваемые. You can't transfer them. You can't sell them. They are yours. I am giving these to the people that are helping us build the company. Вы не можете передавать их, вы не можете продавать их. Я вам предоставляю их за ваше усердие. And so this is it. If you quit, or you change and you don't feel you want to go do something else, then you lose your shares. Да, к сожалению, нужно сказать, если вы, например, уйдете из компании или там решите другим совершенно делом заняться, к сожалению, вы их уже обратно не сможете получить после того, как вы потеряете. Now today, no one cares. We probably feel bad if someone loses their shares today. Да, конечно, было бы неприятно и обидно и жалко, если кто-либо потерял бы свои долевые единицы. But in a year from now, all of you will be celebrating when someone loses all their shares, because that goes back in the pool and just gives the opportunity for you to get more shares. А может быть, даже будем рады через где-то год узнать, чем больше людей будут терять свои долевые единицы, потому что это как бы предоставляет больше возможностей оставшимся. A year from now, all of you are going to be hoping and praying that Attila and Yevgen and Vladi, that they all quit the company. Я уверен, что где-то через год вы начнете всем миром молиться, чтобы Влади, Евген, Аттила ушли из компании и потеряли свои акции. Because then that puts their shares back in the pool. Потому что эти долевые единицы возвращаются обратно и могут уже распределяться между оставшимися. I know that's not going to happen. I'm just
you know, having a little fun here. Я шучу, я просто, конечно, это не случится, но просто чтобы поднять настроение. But you do understand that that's important for you to know that when someone does loses their shares, that it does go back and is available for everyone else. И это я к тому сказал, чтобы вы на примере могли знать, что кто потеряет эти долевые единицы, то они возвращаются на исходную позицию в компанию и будут доступны для следующего распределения. Но нам нужны и Влади, и они нам нужны. Marina says that we need Vladi, we need Attila, we cannot lose them. I agree. Oh, Vladdy, you're muted. Oh. Следующий вопрос. Так как в Анталии уже всем вручил сертификаты, сколько они получили акций. Люди спрашивают, что те акции, которые они получают, будут ли они также получать сертификаты. Мой ответ на это следующий. До выхода компании на мировую биржу компания очень много будет делать официальных саммитов, встреч партнеров, которые достигли каких-то рангов, и Билл Старки им будет лично опять вручать сертификаты по количеству их акций. Это будет доказательство, что у них есть свои акции. Поэтому всем обязательно надо будет приходить на эти мероприятия. Может быть в Венгрии, может быть в России, может быть на Украине, но эти мероприятия надо будет посещать, и там Билл Старки будет вручать им официально сертификаты, что они имеют определенное количество акций. Someone's question. It says that those shares, certificates that people received during the Antalya promotion, during Antalya meeting, what other people will get them as well. And Vladi says that in order it will continue this way until a company will go to stock market, officially go to the stock market, and until then we will have different conferences, summits, and leadership summits. So if you want to get that certificate, you must attend that. Yeah. So Vladi is pretty correct. Let me elaborate a little more. Да, Влади, вы правы, и разрешите мне добавить кое-что. Everything in today's world, in shares and everything, is all tracked electronically. Как вы знаете, все сейчас прослеживается в электронном виде. You don't need the piece of paper to make a share a legal document. Сейчас уже меньше и меньше становятся бумажные ценные бумаги, например. Our system actually locks in every share that's issued. We actually lock you in and have you certified and registered on that share list. Как вы знаете, наша система тоже электронная. Ваши заработанные долевые единицы фиксируются и появляются в списке владельцев этих долевых единиц. Because, you know, someone could make a fraudulent paper, you know, a fraudulent certificate and forge my name, but it will do them no good because we have all the electronic documentation. Например, если кто-то там соберется произвести мошенническое мероприятие, скажем, создать дубликат или какую-нибудь нелегальную копию этого сертификата и захочет им манипулировать, то ничего не получится, потому что в нашей электронной системе все зафиксировано, как на самом деле есть. But these certificates are very special, the ones I hand sign. They are very, very special, and they will be worth a lot of money someday. И те бумажные сертификаты, отпринтованные и подписанные мной, которые многие наши партнеры получили, они, поверьте, тоже, они особого значения, они имеют особое значение. И когда-нибудь, я уверен, они будут тоже сами по себе, как они являются, стоить большие деньги. As an example, when Microsoft started, I bought 1,000 shares of Microsoft, and I got the actual certificate.
И, например, я могу, опять же, привести пример себя. Когда начинался Microsoft, я приобрел 1000 акций и при этом получил сертификат о том, что на самом деле эти акции у меня есть. Now, I sold those shares on the internet. Я продал эти акции в электронном виде, в интернете. Because all the stock is all traded electronic. Потому что вы знаете, весь рынок финансовый, он проводится через электронные транзакции. So the paper was nothing. It was just like a receipt. И получается, что эта бумага или сертификат, который я получил на тот момент, когда покупал эти акции, как бы квитанции, оказались для меня как бы квитанцией. But years later, when Microsoft became a big company, естественно, через некоторое время, когда Microsoft стала огромной узнаваемой компанией, I still had that original certificate. И у меня все еще присутствует тот маленький сертификат бумажный. And there's a company called eBay here in America. Знаете, you can sell stuff online. Вы наверняка знаете компанию eBay, такой рынок онлайн, продают и покупают. And I put that original Microsoft signed certificate. Я выставил этот сертификат на продажу на eBay. And somebody paid me $10,000 just for that piece of paper. И мне заплатили $10 000 за этот кусочек бумаги, который говорил, что когда-то был куплено столько-то акций, вот это подтверждение. То есть, получается, я продал квитанцию. It's similar to if you have something like a guitar signed by Elvis Presley. Это типа того, что, например, если вы где-нибудь приобрели гитару, подписанную лично Элвисом Пресли. It would be worth a lot of money. Я думаю, эта гитара на самом деле стоит огромных денег, да, и только потому, что он там подписал или вот так вот случилось. So the reason I signed these original certificates is because I know where Huawei is going in the future. Причина того, что я подписал именно эти наши специальные сертификаты, потому что я вижу уже, куда мы идем, куда мы направляемся. And I know how special these original certificates will be. И когда-то эти бумаги, эти квитанции, если хотите так назвать их, они будут стоить большего. Now, when I'm in Budapest, Когда я буду в Будапеште, because we're going to do our big international convention у нас будет международная конвенция in July in Budapest. в июле месяце в Будапеште, в Венгрии. I will probably take a lot of the leaders on a private meeting. Наверняка мне нужно будет встретиться приватно, так вот, отдельно с лидерами. And I will probably hand sign personally certificates for all of them. Может быть, я наверняка даже подготовлю такие же сертификаты всем нашим лидерам на встрече. So, like Gladys shared, over the years, we'll try and do some things that are very special for our people that are helping us. В течение года мы обязательно будем организовывать мероприятия такого рода в разных точках мира для того, чтобы предоставить благодарность всем нашим партнерам, которые работают. Now, I didn't realize how hard it was going to be to sign all those certificates down in Antalya. Изначально мне казалось, что это будет очень легко подписать сертификаты. I thought it'd just be simple to fill them out and hand them out. I spent three hours signing certificates. Подписал, отдал. Но вы удивитесь, пришлось 3,5 часа сидеть, подписывать и передавать эти сертификаты. Man, I thought my arm was going to fall Я off. думал, что у меня отвалится рука. So I'm not going to do that again. Это делать не буду. But we'll do some special things. Но мы обязательно сделаем что-то особенное. Go ahead. Марина. Монтач, а еще такое, ну, как бы напоминание или как про саммит в Санкт-Петербурге. На 7-8 у Билла ничего не изменилось? Oh, hey, by the way, I am very excited about St. Petersburg. Нет, это не изменится, и я очень рад этой встрече. And I'm already working on planning on doing some big things
for that Я уже meeting. работаю над тем, что будет происходить, что я буду делать и как я буду благодарить всех наших посетителей. So, in fact, next week, I'm going to figure out a promotion just for that event. На следующей неделе я постараюсь предоставить вам условия промоушена специально для этой встречи. And I hope you have enough seats. Я надеюсь, что у вас будет достаточно мест для гостей. And I'll be signing certificates at that event also. Конечно, я беру на себя ответственность, что я буду подписывать сертификаты. And I'll be bringing some special prizes and recognition also. Естественно, у меня будут и призы, и поздравительные сертификаты. And if it gets too expensive for me to afford all this, I'll borrow money from Vladdy. Если для меня это будет слишком дорого, то мне придется одолжить денег у Влади. Окей. What's that? When we will have our own corporate Visa Mastercard. I started the process again since I just got home, and I'm working on it right now. That's the next meeting I have is on Monday. Здесь был вопрос, когда же у нас будут корпоративные визы и мастер-карты, которые мы сами будем выпускать. Билл сказал, по приезду я тут же возобновил, продолжил работу. В понедельник у меня опять же назначена встреча, мы усиленно работаем над этим. Билл пусть еще подумает о том, что если уже в Россию приедет, то я думаю, в Киеве, на Украине также надо бы сделать такой саммит. If you are planning to visit Russia, then you probably need to plan to visit Ukraine as well. Yeah, I don't, it's about time. Time is the hardest part. Да, конечно, но все заключается во времени. So I'm excited. I made a commitment to St. Petersburg. I know I fly right by Kiev, so I probably should do that. You were right. Да, и ты прав, я поддерживаю это, потому что так как далекое расстояние, я прилетаю, и тут же, наверное, можно будет вылететь в Киев. I probably need to think about how that's going to work, how the airlines are working. Нам нужно опять же это все запланировать по маршрутам, по билетам и так далее. Because, they may stop the flights before then. Потому что мы же не знаем, возможно, будут отменены те или иные рейсы или еще что-то. Да, это гораздо проще будет, чем вернуться в Соединенные Штаты Америки и потом опять прилететь на Украину. Если он уже находится в России, оттуда уже 2 часа лету и в Киеве. And there's like a couple of hours, then you don't have to go back to US and then go back again to Ukraine, so we can just like kill. Yeah. So what I'm worried about is between Russia and Ukraine, they may stop the flight from St. Petersburg. I may not be able to fly from St. Petersburg to Ukraine because Ukraine may not want to take any Russian planes. Я почему это говорю, что это надо еще как бы посмотреть, запланировать. Мы же не знаем, кто его знает, может быть, из Санкт-Петербурга прямого рейса в Киев не будет, или может быть он будет отменен, или наоборот. То есть это все зависит от деталей, я понимаю. So I'm thinking, но это хорошая идея. If I fly into Germany first, and then from Germany I fly to St. Petersburg, maybe I can fly back to Germany and then fly to Ukraine. Есть вариант, если я прилечу в Германию, из Германии в Россию, потом обратно в Германию, из Германии уже на Украину. And if I buy my tickets that way, I know it'll be okay. Да, я думаю, если мы так будем приобретать билеты вот в таком расположении, то, может быть, и получится. Мы это все обсудим с Евгеном Свободой, потому что если кто-то будет там организовывать на Украине, то, наверное, только Евген Свобода может. Okay, we'll just talk more about this with Yevgen, as he will be the one who will be organizing that event. Yeah. I know for sure I'm committed to to St. Petersburg. Да, но то, что я обещал быть в Санкт-Петербурге, я постараюсь сделать все, чтобы сдержать свое обещание и быть там. Итак, я очень рад. Мы попрощаемся. Большое спасибо за помощь. И Билл, можешь меня поздравить. Сегодня я достиг уровня презентиал Даймонда. Oh, okay. He is a presidential, diamond presidential. Congratulations. Молодец. Поздравляем. That is great. Классно. That's great. Congratulations, Laddie. Очень сильно
рады за тебя, поздравляем. That's really exciting. Очень-очень радостно. I'm really proud of you. Thank you. That's great. Okay, bye-bye. Хорошо, спасибо вам. До свидания. До свидания.